Всем привет! Вы на канале Твин Китай. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса, прости господи. А, Любит твоя сестра покомандовать. Так, это мы в начале тогда прошлой серии начали читать. Кажется, и не закончили. Печать воздуха, похоже, совершенно на нее не подействовала. Я слегка разочарован своей магией. Нет, подожди, мы это читали? Я не помню. Патриция так... И Патриция и так меня обожает по-своему. Она просто своеобразно это показывает. Я начинаю думать, что надо было выбрать не тебя, а твою сестру. Очень смешно. Итак, колесо начинает вращаться. Ты воодушевлена? Скорее, здорово встревожена, как неудивительно. Да, не особо на выбора у меня нет. После призыва Левиафана все это так, детские игры. Вот это нормально. Опять угорает. Я смотрю, скучать нам не придется. Ну хорошо, что в таком случае требуется от меня? О чем? Например, я могу доставить приглашение Георгине и Жасмин, чтобы ты рассказала им о своем решении. Так, да, встречусь с подругами перед предвыборной гонкой. Нет, уж игра начала, я хочу застать их врасплох. Я считаю, что я встречусь с подругой, и у нас все-таки тут сестринство как-никак, поэтому слово «подруга» для нас не пустой звук, я думаю. Это, конечно, может помешать, с одной стороны, а с другой стороны, это как-то... Почему бы и да? Считаю, что нужно сказать. Сложно предсказать, насколько жесткой будет борьба. Мы уже очень давно не собирались втроем, так что пригласи обеих, пожалуйста, пожалуй. Хорошо. Рад, что ты рассказала Патриции обо мне. Не переживай, она меня не предаст. Не, не переживаю. Напротив, с нетерпением жду возможности с ней поработать. Поработать? Брось, тебе служит Левиафан. Ты разве не собираешься использовать мои возможности в ходе кампании? Расскажи сестре, на что я способен, она найдет для меня занятие. Могу шпионить за оппонентками, искать компромат, слегка повернуть вселенское колесо в нашу пользу. Ладно. Да, ты, пожалуй, ценный кадр. Но не предпринимай ничего без нашего согласия. Конечно. Может, по мне так и не скажешь, но на самом деле я командный игрок. Ну да. Пожалуй, я пойду прилягу. Вот отдохну и начну разбираться, во что я там обвязалась. К тому же надо обо всем рассказать Грете. Мои проблемы вроде как теперь ее проблемы тоже. Поговорим потом. Насчет Греты, конечно, жесть как завертелась. Я грыбашу. Кто это был? А ты что, не знаешь, что? Мы же рассказали в прошлой серии, что у нас есть вот этот вот дружбан. Серьезная дама. Она не про это, а про Патрицию, про сестру она. Моя сестра Патриция заглянула в гости. Что? И ты не познакомила нас? Это потому, что ты не хочешь рассказывать ей, что твоя девушка частично свелась с Левиафаном? Нет, дело не в этом. Думаю, Патриция нас не выдаст. Я очень хочу вас познакомить, но атмосфера была неподходящая. Скорее она навестит меня снова, тогда я вас познакомлю. Скоро. Ладно. Все в порядке. Сестра вбила себе в голову, что я должна стать следующей главой Ковина. О, ничего себе. Она считает, что мои карты будут очень полезны Ковину. По-моему, это великолепная идея. Конечно, если ты не возражаешь. Милая. Милая, как мило. И дело даже не в картах. Ты умная, добрая и помогла уже многим ведьмам, хотя новая колода у тебя всего несколько недель. Ты помогла мне. Было бы здорово, если бы к власти пришла такая добрая, но могущественная ведьма. Во мне куда меньше альтруизма, чем ты думаешь. Я эгоистична, мстительная, в голове у меня черт знает что. Как и у всех нас. Главное, что ты способна все это преодолеть. Ты поступаешь правильно, когда это действительно важно. Не знаю. Давай и я помогу тебе. Буду работать над компанией вместе с твоей командой. Было бы здорово. С тобой я буду чувствовать себя уверенней. Прошу тебя, следи за тем, чтобы я не сбилась с пути. Размышляя о политической карьере, я больше всего боюсь перейти черту, потерять себя в погоне за амбициями. Не знаю. Можешь на меня положиться. Я уже придумала для тебя задание. Конечно, говори. Обними меня покрепче. Отлично, понятно, без проблем, да. Понимаю, ясно. Принято. Рвение инквизитора, тебе снится. Ты летишь в самолете, сделанном из ракушек ярких перьев. Ты приземляешься в замерзший вулкан и собираешь там камни, чтобы инкрустировать ими самолет и сделать его быстрее. Затем ты хохоча носишься на перегонки с духами ветра. Окей. А что у меня? Вот у меня что. Что? Дорогая Фортуна, ты хотела увидеться? Было бы здорово посидеть втроем, пока не началась предвыборная гонка. Дай знать, когда тебе удобно, и мы вместе с Георгиной тебя навестим. Давайте. Вместе.
Угу. Ух ты. Спасибо, что пришли. Да, мы уже столько веков не собирались втроем. Даже странно, что нам не пришло в голову сразу, сразу же, как тебе разрешили принимать гостей. Извиняюсь, дико. Извинилась, дико, продолжаем. Как дела, ведьмы? Ты права, наша волшебная жизнь иногда превращается в такой хаос, что мы забываем получать от нее удовольствие. Точно. Как я счастлива видеть вас обеих. Так, что интересного я пропустила, что мы делали, как-то собирались в прошлый раз, когда освобожусь, надо будет отправиться куда-то вместе. Давайте третье. Почему бы и да, путешествие. Прекрасная идея. Ты прям сразу загорелась. Где ты и где бы ты хотела побывать? В городе Кузнецов, в Дефрении. Звучит неплохо, но для первого за долгое время путешествия я бы предпочла что-то менее мрачное. Я всегда хотела посетить земли оленьего народа. Моя наставница Ю Энни рассказывала о них много замечательных историй. О, я согласна, говорят, о них в борделях такие жеребцы. О боже, ясно. Гергина! Тебе, Жасмин, точно не помешало бы туда заглянуть. Угорают. Моя интимная жизнь меня вполне устраивает. Ты на что это намекаешь? Да я тебе дразню, глупышка. Ну, знаешь ли. Кстати, вы переживаете из-за выборов? О, ты себе даже не представляешь. А я спокойно. Скорее бы уже начать. С одной стороны, я знаю, кто бы ни победил, Ковен перейдет в надежные руки. С другой, я хочу для Ковена только добра и считаю, что моя программа наименее рискованная. Сразу скажу, я считаю, что ты бы стала прекрасной главой Ковена. Но избегать риска, Жасмин, значит остановить развитие. Но разве нам плохо сейчас? Нужно лишь пересмотреть самые жесткие решения Дана, управлять сообществом с любовью. Тебе просто выгодно поддерживать статус-кво. Подумай о новеньких, обо всех тех ведьмах, которые в него вписываются. Я на минутку тоже из таких. И я не предлагаю устроить революцию, просто хочу уравнять условия. Несправедливо, что власть сосредоточена в руках старейших ведьм. Но новеньких требуется направлять. Вспомни нас, разве мы были способны принимать важные решения, когда только-только переродились? Ну, не знаю, у старух полно своих недостатков. А ты что скажешь, Фортуна? Ну, раз уж вы об этом заговорили, то у меня потемнело. Но это не то, что я хотела сказать. Видимо, мне пора четко обозначить свою позицию. Я собираюсь выставить свою кандидатуру. Что? О, но ты ведь изгнана. С проведением кампании мне поможет Патриция. По правде сказать, она буквально вынудила меня в это ввязаться. Ясно. И что ты собираешься предложить? Точно не знаю, мы еще не проработали программу, но сестра уверена, что в основе нового правительства должен лечь мой дар прорицания. Ну да, дар полезный, тут не поспоришь. Но точно ты все обдумала? Не уверена, что у преступницы есть шанс победить. О, а ты не перегибаешь? Я же не преступница, Жасмин. Отчасти я хочу стать главой именно для того, чтобы отменить несправедливое наказание. То есть ты хотела встретиться с нами, чтобы объявить нам войну? Да не войну, я просто хотела, чтобы вы узнали об этом от меня. Я искренне верю, что нас ждет прекрасное будущее, кто бы ни победила. Да, я тоже хочу в это верить. Но необходимость бороться с вами обеими угнетает. Может, раз уж такое дело, поклянемся, что после выборов останемся подругами, чем бы все ни кончилось? Зачем клясться? Я в этом даже не сомневаюсь. Согласна, мы всегда будем подругами. Спасибо вам. Не знаю, что бы я делала, если бы лишилась вас. Мы тебя не оставим. Я вас люблю. И я вас. О боже, какие они милые. И я вас обеих. Мы все тут друг друга любим. И я люблю, и тебя люблю, и ее люблю. Капец. Не подлизывайся. Ну, следующие несколько недель обещают быть жаркими. Мне пора, пойду точить ножи. Образно выражаясь, я так понимаю? Нет, вполне буквально. Я же кинжальщица. Но тыкать ими я ни в кого не собираюсь. По крайней мере, пока. Вот она мне нравится. Ладно, берегите себя. О, ладно. Увидимся. Всего хорошего обеим. Да. Ну, я считаю, что это правильный выбор сказать им по-честному. Я не думаю, что, я не думаю, что они будут врать и делать что-то типа... Как это сказать? Что-то очень плохое, я не знаю, как это описать, типа не подружеское, что-то выходящее из ряда вон. Плюс-минус хочется им доверять. Ну, пока что, по крайней мере, так. Кто ты? Фортуна, гонка скоро начнется, соберись, нас ждет много работы. Дай знать, когда мы можем встретиться, обсудить программу и план компании. Сестра. Систер. Давай. Давай.
Приветик. Как ты? Нормально, спокойно. Я не знаю, считаю. Нормально, спокойно, нормальный ответ. Хорошо. Это станет для тебя источником сил. Ты виделась с Гергиной и Жасмин? Да. Как они восприняли новости? Нормально, между нами вроде бы ничего не изменилось. Правда? Мы пообещали подруга подруге, что останемся подругами, несмотря ни на что. Фу, до чего слащало. Это будет самая странная предвыборная борьба во вселенной. Может, все политические вопросы надо решать с такой же любовью? Но мы еще не знаем, насколько хорошо это у вас получится. Они замечательные подруги. Я уверена, что они будут поступать честно. В политике нет места честности, главная победа. Ничего себе. Ну ладно. Что теперь? Ладно, давай я пишу, что тебя ждет. Нам надо определиться с программой и планом действий. Сперва обсудим наших соперниц, потом определимся с позицией по основным вопросам. Дальше набросаем и разберем программу. Когда она будет готова, мы наберем команду и распланируем мероприятие для запуска кампании. Дату выборов еще не назначили, но время играет против нас. Все понятно? Да. Хорошо. Прежде всего, ответь, тебе рассказывали о 5 основных разделах законов Ковина? Это правосудие, поддержание порядка, запретная магия, связи со смертными, обязанности ведьм. Мне объяснить тебе, что это означает? Мы это уже слышали, в принципе, я плюс-минус все помню. Я думаю, что давайте не будем это повторять. Если вдруг вы забыли или нам об этом ничего не скажут, то просто вернитесь на прошлую, кажется, или позапрошлую, по-моему, серию, или прошлую, не помню. Там все где-то есть. Наверное, это же позапрошлую. Так, перейдем к обсуждению конкуренток. С кого ты хочешь начать? С Гергины? Ладно. Георгина не с Земли. На нашей планете политика куда более развита, чем во всей остальной известной мне вселенной. Нам вселенной. Она родом из демонических пустынь, где основным общественным строем до сих пор остается матриархальная военная диктатура. Недооценивать Георгину нельзя, но она вряд ли хорошо подготовлена к перипетиям политической кампании. С другой стороны, ее взгляды значительно отличаются от принятых у нее на родине. Насколько я поняла, в программе она делает упор на коллективизацию ответственности и обязанностей. Она за горизонтальное распределение сил Ковина. Фактически ее девиз — уравнять условия. О, и ты все это узнала за такое короткое время? Я же архивариус, а это все есть в открытом доступе. Подумаешь. Теперь соберись. Вот что входит в ее программу, если вкратце. Правосудие путем референдума. Георгина уверена, что в настолько небольшом сообществе надо учитывать мнение каждой, независимо от происхождения или опыта. Она верит в полюбовное разрешение конфликтов, отрицает, что для поддержания порядка необходима какая-либо система. Если же диалог не поможет, она собирается передавать дело арбитражному суду. Ее идея в том, что нам не нужно внутреннее регулирование, раз уже есть магический пакт. Запретная магия. Она хочет разрешить свободный доступ к любой магии, контроль осуществлять через обучение, а не запреты. Связи со смертными надо разорвать. Георгина считает, что мы не имеем права вмешиваться в жизни людей, что лучше оставить их в покое и переключиться на исследование космоса и магии. Обязанности ведьм. Нужен магический налог. Каждая ведьма Ковина должна отдавать часть накопленной магии, чтобы у клана был запас ресурсов. И, наконец, Георгина считает, что останки Дана нужно рассеять, чтобы переродилось больше ведьм, и наш Ковен стал разнообразнее. Как видишь, Георгина делает ставку на благородство сообщества и желание ведьм работать на его благо. Это почти утопия. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы снизить привлекательность ее программы? Я не хочу, у нее классная программа. Мне, по сути, нравится ее программа. Мне нравится ее программа. Я хз. Я не хочу ничего снижать. Нужно указать на ее наивность, верить в чужую добродетель. Просто глупо. Да, у нее, конечно, такая, добродушная. Я люблю добродушность, если честно. Но, как сказала сестра, это утопия. Плюс-минус согласна. Но, тем не менее, все еще мне нравится ее программа. Горизонтальное распределение ответственности не позволит нам быстро реагировать на перемены. Нужно указать, что построить коммунизм на Земле не получилось. Нужно подчеркнуть, что в ее родном мире общество организовано очень примитивно. Нет, я не буду ничего делать, потому что не буду. И вообще, я считаю, что, наверное, нет смысла сравнивать с Землей, потому что тут есть другие миры, другие взгляды, да, вообще другие вещи. И это не значит, что тут все будет так, как на Земле. Я не хочу ничего снижать, у нее отличная программа. Так дело не пойдет, ты должна критиковать программу соперниц, чтобы победить. Подумай как следует. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы снизить привлекательность ее программы? Да нет!
Не, вот эти два мне не нравятся. Первые два. Ну. Подожди, это про что? Распределение ответственности не позволит быстрее реагировать на перемены. Не, давайте вот это все-таки про землю. Я не знаю, это про землю и про землю. Это ж не значит, что у нас тут не получится построить, Нужно указать, что построить коммунизм на Земле не получилось. Может сработать, правда, хотя большинство наших ведьм родом с Земли, многие из них переродились задолго до появления идеи коммунизма. Не волнуйся, мы найдем более универсальный подход. Отлично, давай обсудим, что ты знаешь о нашей сопернице. Что, по-твоему, является самой сильной стороной Георгины? Ошеломительное обаяние уверенности олицетворяет собой ветер перемен. Георгина популярна у молодых ведьм, ее решимость, она всегда готова в бой, самая благородная, неподкупная изо всех. Обаяние и уверенность, я думаю. Или решимость. Или решимость, или обаяние и уверенность. Я, наверное, все-таки выбрала бы предположительно ошеломительное обаяние и уверенность, но я не знаю, что это значит. Это значит, что нам придется как-то ее уверенность поубавить, потому что я так не хочу делать. Да, на конкурсе популярности у нее была бы неплохая фора. У ее компании будет взрывной старт. В революционности взглядов нам с ней не тягаться. Чтобы как-то ее переиграть, придется сделать ставку на твою загадочность и интеллект. Ладно, как насчет ее слабости? Какой у Георгины самый серьезный недостаток? Опа! Ну, давай посмотрим. Она очень импульсивна, нетерпелива, легко впадает в ярость. В политических или философских диспутах у Георгины практически нет опыта. Она любит крайности и не умеет быть дипломатичной. Она не очень-то сообразительная, ее легко обмануть. Умение делать кинжалы самый слабый из навыков представлены. Думаю, что импульсивна, нетерпелива и легко впадает в ярость. Я отвечаю плюс-минус правду, да? Не знаю, насколько это правильно. Хорошо, если мы сумеем спровоцировать ее во время дебатов, Ковен наверняка усомнится в том, стоит ли ей становиться главой. Да подожди, я вообще не согласна на то, чтобы делать кому-то плохо, блядь. Если во время кампании возникнет возможность вывести ее из себя, нельзя ее упускать. А это точно необходимо? Решать тебе, но если мы не воспользуемся слабостями соперницы, у тебя будет куда меньше шансов стать главой Ковена. Я знаю, политика грязное дело, я не буду этого делать, но учти, твои соперницы будут действовать точно так же. Уверена, они не станут тебя щадить, несмотря ни на какую дружбу, так что готовься. Я уже обо всем этом жалею. Ну ладно, я поняла. Справлюсь. Теперь обсудим Жасмин. Угу. Жасмин родилась в английском городке около 1800 года, во времена промышленной революции. Ей повезло, поскольку это обеспечивает ей симпатию большинства Ковена. Для ведьм античности или средних веков она юница, но при этом понимает... они понимают ее куда лучше, чем современных ведьм, заставших мировые войны, интернет и прочие безумства. Жасмин хорошо ладит с нами, но в то же время является представительницей последнего достойного поколения, по мнению самых консервативных ведьм. Ее программа более либеральная версия политики Эданы. Жасмин просто уменьшила меру ответственности и наказания. Это поддержит статус-кво, но даст больше простора для самовыражения и избавит ведьм от кучи обязанностей и страха оступиться. Так, вот что входит в ее программу, если вкратце. Правосудие будет вершить кворум из 4 старейших ведьм совместно с главой Ковена. Для старых ведьм это самый привлекательный пункт. Для поддержания порядка она планирует ввести систему предупреждений. Если ведьма получит сколько-то предупреждений, еще не знаю сколько именно, то ее исключат из Ковена. Это куда менее радикально, чем изгнание. В худшем случае ведьма получит возможность начать с чистого листа в другом Ковене. В отношении запретной магии Жасмин не собирается ничего менять. Все, что старейшие ведьмы объявляют опасным, запрещено. Связи со смертными она предлагает основывать на защите и поддержке. Что для человечества хорошо? От чего его следует защищать? Думаю, эти вопросы тоже будут решать кворум. Наконец, она предлагает полностью отказаться от регулирования обязанностей ведьм. Жасмин считает, что нужно верить в то, что каждая наша сестра будет действовать во благо Ковена, и нет нужды оценивать действия ведьм или требовать от них чего-то конкретного. Ну и насчет самой горячей темы, Жасмин считает, что Ковен должен поглотить трупы Даны, стать сильнее. Обдумай программу, Жасмин, не торопись. Ладно, готово. Не торопись. Ладно, готово. Ну, не тороплюсь, как сказать. Теперь скажи, как думаешь, что нужно сделать, чтобы снизить привлекательность ее программы? А я опять не хочу ничего снижать, допустим. Что? Ты просто издеваешься, да? Да, прости. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы снизить... Если настолько ослабить контроль, многие решатся нарушить правила. Ее программа выгодна только сильным ведьмам, а новеньких она игнорирует. Индивидуализм может расщепить наше сообщество. При таком раскладе от традиций Ковена ничего не останется. Я второе считаю правильно.
Ее программа выгодна только сильным ведьмам, а новеньких она игнорирует. Интересно, этим аргументом мы можем разбить Ковен на две группы, но в дальнейшем заработаем поддержку юных и слабых, а также голоса наиболее прогрессивных старых ведьм. Может сработать. Блин, мне нравится ее сестра тоже. Да тут, блин, тут все, конечно, герои, героини, все интересные, капец. И почти все из них очень харизматичные, поэтому я прям не могу. Хорошо, теперь поговорим о самой Жасмин, ведь ты знаешь о ней куда больше, чем многие другие. Что, по-твоему, является самой сильной стороной? Она крайне умна, умеет манипулировать людьми, она играет в Ковене важную роль, она кажется очень невинной и хрупкой, она очень находчива, она обязательно искренне заботится о других. Я думаю, что последнее больше про нее. Ну, я, конечно, за это время не могла бы, наверное, в идеале их узнать и понять их мотивы, насколько поняла, настолько отвечаю, в общем. Да, материнская фигура может набрать немало голосов. Многие решают, за кого голосовать, руководствуясь инстинктом, а не здравым смыслом. А Жасмин производит впечатление кто может о нас всех позаботиться. Чтобы подпортить эту идеальную картину, нужно выставить на показ ее темную сторону. Теперь поговорим о ее недостатках. Какая у Жасмин главная слабость? Тревожность. Ой, блин, это очень... Она беспокоится даже по пустякам. Завистливость, сострадание, легко запугать, тщеславие, слишком много внимания уделять внешне. Либо тревожность, либо сострадание. Ну, блин, это же... Или сострадание. Я думаю, что тревожность использовать, это прям совсем... Хотя сострадание тоже. Ладно, сострадание. Это звучит скорее как добродетель. Но да, мы можем обернуть ее сострадание себе на пользу. Пожалев соперниц, легко проиграть. А еще мы можем обратить внимание Ковена на то, что некоторые ее предложения сделают жизнь многих ведьм хуже. Используя это, мы можем выбить ее из колеи. Мне так неприятно всем этим заниматься. Возьми себя в руки, Фортуна. Уверяю тебя, ее советники сейчас точно так же обсуждают тебя. Кроме того, мы сейчас обсуждали крайние меры. Если грамотно разыграем свои карты, мы можем надеяться на честную победу. Если ты будешь прикладывать все усилия к тому, чтобы победить, мне не придется прибегать к подобным методам. Еще кто кого запугивает. Так, перейдем к третьей кандидатке. Что? Это не все? Ну да, тебе не сказали? Нет, кто это? Никто не верит, что она может составить достойную конкуренцию Георгине или Жасмин, но тем не менее она тоже участвует. Надо обсудить и ее. Эта темная лошадка вполне способна всех нас удивить. Ну скажи мне уже, кто это? Кипарисса. Ведьма-историк. Это одна из... А где она? Вот это она, что ли? Это одна из старейших ведьм Ковена. Она старше даже Эданы. Кипарисса родом с Земли, но переродилась задолго до того, как человечество изобрело письменность. У нее абсолютная память. Все события записаны на ее древесных кольцах. Мы много работали вместе над архивом Ковена. На то, чтобы записать все ее знания, уйдет вечность. Дело в том, что она всегда оставалась в тени и оттуда делилась с нами своей мудростью. Однако Кипарисса не любит перемены, и ей не нравится, куда могут повести Ковен Жасмин или Георгина. Вот она и решила тоже участвовать в выборах. Ее программу описать легко. Она хочет, чтобы все осталось в точности так же, как было при Эдане. Более того, она предлагает сохранить трупы Даны как своеобразный оракул, который позволит продолжить общение с богами и направить Ковен. Не пошла бы это Кипарисса? Он. Как минимум программа и ее дрянь. Я лично знаю Кипариссу, она очень добрая и отзывчивая. Но да, никто не хочет, чтобы Тени Даны продолжала нами управлять. У нее очень мало сторонниц, и почти все они из старейших ведьм. Но я не хочу ее недооценивать. Кипарисса обладает особой таинственной аурой и обширными знаниями. Это способно впечатлить немало избирательниц. Если борьба будет слишком жесткой, то самые консервативные ведьмы могут перетянуться от Жасмин к Кипариссе. Вот как. Думаю, до этого не дойдет. Главное, не недооценивать Кипариссу, следить за ее действиями. Хорошо. Ну что, готова заняться своей программой или хочешь сделать перерыв? Давай ненадолго прервемся. Ладно, я побуду тут, все обдумаю. Скажи, когда будешь готова продолжить. Ну, мы, скорее всего, продолжим в следующий раз. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Я хотела посмотреть, о чем тут можно почитать, пообщаться. Я не знаю, просто интересно. Потому что у нас 5 минут осталось. Чтобы поделать. Заниматься. Так, что тут у нас? Отрывок из труда ведьмы Юэни о 4 стихиях. Воздух, на моей памяти именно воздух, незримый элемент, всегда вызывал наибольшее затруднение учениц. Его неосязаемая природа удерживает его в мире идей. Как определить контекст? Это бесконечный элемент, который простирается так далеко, куда только может дотянуться ваше соображение.
Для того, кто в совершенстве познал воздух, не бывает ситуации вне контекста. Все и вся взаимосвязано и переплетено. Река посреди джунглей может послужить контекстом природе офисного клерка. Одаренность философа можно измерить по его способности создавать контекст, охватывающий все сущее. Довольно иронично, что избыток энергии воздуха препятствует рациональному мышлению и порождает хаос. Ведь хаос — суть истинная природа воздуха. Все влияет на все. Бросьте бумажный кораблик в ведро с водой, и вы будете знать, чего ждать. Бросьте 1000 корабликов в бушующий океан, и при попытке предсказать результат разум впадет в ступор. Соединяя множественные энергии воздуха, вы получите непредсказуемость, удачи и везение. Это типа непостижимое предопределение. Что бы поделать? Давай еще интерактивных книг почитаем, почему нет? Выберу наугад интерактивную историю своей коллекции. Щекотка, Мариос. Деревянный кораблик, где дремало, дрейфовал по волнам бескрайнего беспощадного моря. Ух ты. Повинуясь судьбе, мы стремились отыскать цель. Ради нее преодолевали бури, избегали морских чудовищ, забывали о лишениях, голоде и жажде. Стремление согревало наши души, и мы желали жизни и жили ради желаемого. Но бесконечное счастье от достижения цели длится недолго. И вот я здесь, бездействую, и жажду пробуждения. Похоже, посланница вернулась, хотя, быть может, это лишь плод моего воображения. Мой дружок — лучик света в серых буднях, где нет никаких дел и чувств. Одна смертельная скука. Однажды она даже пощекотала меня. Сказать по правде, я не могу пошевелиться уже много дней, с тех пор, как ощущаю эту усталость. Мне остается лежать и ждать, когда звезды придут на смену слепящему солнцу, но это живое существо поблизости, и я его замечаю. Маленькая птичка зажгла свет в моем сердце. Я зову моего дружка вестницей надежды, и она дарит предчувствие долгожданного покоя на берегу в тиши. Море заставило меня поверить, что я бывалая морячка, знавшая лучшие времена, но любые воспоминания о прошлом быстро исчезают. Мне повезло, что я все еще могу слушать. Море учит плыть по течению. Волны набегают и отступают, но каждая капля рано или поздно должна поцеловать сушу. Моя лодка недавно ее поцеловала. Я слышу это в шепоте волн, и в буре, и в треске дерева, не выдержавшее столкновения с песчаной отмелью. Этот поцелуй был слишком страстен на мой вкус. Интересно, доводилось ли мне целовать кого-то? Мне нравятся нежные поцелуи. Какая драма. Мое старое я пытается дотянуться до своих воспоминаний. Меня несет волна, но какое же счастье, что я не почувствовала кораблекрушения. Руки и ноги онемели и не болят, но еще могут чувствовать щекотку. Разве не приятно касаться кого-то, пускай даже едва? Ее коготки слегка цепляются за мою кожу. Как жаль, что мне не прикоснуться к ее перьям в ответ. Вот бы можно было протянуть руку. Скажи, птичка, что мне делать, бороться или сдаться? На мне благословение. Как многого я еще желаю. Чтобы ощутить в себе жизнь, мне нужно всего лишь сбросить груз плоти, оторваться от этих костей. Взгляни на меня. Мне удалось обмануть законы гравита. Кыш-кыш, глупая птица. Мало тебе в море рыбы, что ты решила клевать труп. О, Господи, это говорит женщина. Взгляните только, похоже, она меня не замечает. Может, стоит заговорить с ней? Не хочу, чтобы меня обвинили в грубости. Простите, мисс, слова вырываются из горла, такие же сломанные, как и мое тело. Я не чувствую себя. Не могу как следует представиться, но почему у меня такой жуткий голос? Ага, это ор. Говорящее привидение. О, нет, я так напугала бедняжку, что она от страха подпрыгнула. Простите, у меня в мыслях не было вас напугать. Этот шрифт я не могу. Она хочет ударить меня палкой? Пожалуйста, уберите клюв. Я тебе покажу, как пугать людей до полусмерти. Да что я за ведьма? С каких пор меня может смутить обычная тень? Слушай, привидение, у меня сердце заговоренное. Что тут происходит вообще? Если она выпрыгнет из этой старой груди, ты будешь вечно стонать от боли. Что тут происходит? Она продолжает размахивать клюкой. Она и правда хочет меня убить. Прошу, не надо, пощадите меня. Со старыми ведьмами лучше не связываться. Ясно, почему она мне угрожает? За что? Я не желаю вам зла, клянусь. Блин, чуть не прочитала Элла. Ну ладно. Ну и кто теперь боится привидения? Точно не эта старая корга. Может, я давно не изгоняла духов, но хватку еще не потеряла. В молодости я не знала жалости. Передо мной трепетали и живые, и мертвые. Не из жажды власти, не из жажды богатства, не по своей воле. И в том, и в этом мирах ненавидят магию. И все же я не давала себе зачерстветь и обучала неудачников, которые не давали мне жить по-моему. Невежество делает людей высокомерными, дерзкими, жестокими кретинами. Я терпела, но потом мое терпение лопнуло. Зачем было прогибаться под их жалкие страхи? Думая обо мне, что хочешь, но я наслала на них проклятие. Я сама боюсь. Правда? Так тебе и надо. Прошу, помогите, я не понимаю, что со мной, почему у меня такой жуткий голос. Погоди. Только не говори, что... Вы назвали меня призраком, это правда? Дьявол. И
И правда, для обитателей нового мира оно слишком растеряно. Бедняжка, наверное, смерть настигла его недавно. Такое случается нечасто, но фантомная амнезия может вернуть чистоту и невинность разуму самого хладнокровного убийцы. Память о причиненной боли, пережитых страданиях, совершенных ошибках все исчезает без следа. Призраки становятся слишком чувствительными для этого мира. Эй, не плачь. Не плачь, пожалуйста, прости за грубость, я испугалась и перегнула палку. Перегнула палку, то я не перегнула. Ты такое прозрачное, что тебя почти не видно. К тому же не каждый будет щадить твои чувства. Нам, старикам, вежливость уже ни к чему. Ты уж не серчай, некроманткам как-то не к лицу пугаться до усра. Некромантка явно смутилась. Извини, до усрачки. Ок. Нет, это моя вина. Я тоже почти ничего не вижу. Все расплывается. Простите, если обидела. Мне никому не хотелось причинять неудобства. Лодка с пассажиркой, гниющей, но такой воспитанной и деликатной. Все в порядке, не волнуйся. Освободить эту бедную душу будет сложнее, чем я думала. Твое племя. Она сказала, мое племя. Видит мир так же, как и мы вас. Размытым пятном. Потому вы так часто и теряетесь. Должно быть, я левитирую над своим трупом. Грыбать как сложно. Ух. Я воняю? Наверняка. Даже запах моря не ощущаю, как же неловко. Это нормально для мертвых чувствовать, а не менее. Чувство штука коварная, маленький призрак. Посмотри на меня, одной ногой в могиле, в душе мне и 20 нет. О, разве тут можно сравнивать? Смерть ведь уже прибрала бедняжку. Гнию, разлагаюсь, не починить. Пытаюсь уцепиться за обломки жизни, чтобы что-то закончить, получить то, чего мы желали, доказать, что даже так меня еще можно любить. На самом деле не помню, сколько мне было лет. Возраст не важен, маленький призрак, если есть только один способ умереть спокойной смертью, самому ее выбрать. Остальных всегда что-то держит. Мечта, обещание, ошибка, которую надо исправить. Ведьмы или призраки, все мы... Агребашу. Благословлены. Живые и мертвые дорожат каждой секундой сознания, чтобы она не несла маленькое удовольствие или испытание. Как можно утверждать, что ты не жива? Старая дура, пытаюсь подбодрить призрака и только расстраиваюсь сама. Не возражаешь, если я закурю? Нет, вовсе нет, я просто переживаю, как пахнет от моего тела. Было бы о чем переживать, глупости. Она такая добрая и поразительная, стоит и курит, будто героиня из книжки. Хорошо, что призраки не краснеют. Расскажи мне что-нибудь о себе, маленький призрак. У твоего голоса такое странное эхо, оно щекочет уши, отдает сладкой меланхолией. Моя печаль звучит похоже. О, теперь я краснею. О, спасибо, стоп. Почему я принимаю это за комплимент? Мне казалось, что мой голос звучит нелепо. По-моему, красиво. Слышать эти слова — облегчение, даже если они пустая вежливость. Когда в последний раз кто-нибудь был добр ко мне? Разделенная печаль — последнее воспоминание, которое я смогу беречь. Мне особо нечего рассказать, я все это время была в сознании, но мало что помню. Спасибо моему маленькому другу, мы добирались сюда благодаря ей. Но, похоже, я ее больше не увижу. Дьявол, вот я дура. Это я птицу прогнала, потому что она твой труп клевала, прости. Ничего. Мертвая плоть не слишком полезна для птиц. Ты меня так хочешь утешить, маленький призрак? Можно задать вопрос? Конечно, спрашивай. Ты здесь, чтобы изгнать меня? О, первое правило в моем ремесле — никогда не жалей призраков. Не волнуйтесь, я не стану сопротивляться. Меня удерживает мертвое море, в котором нельзя утонуть, но страшно шагнуть вперед. Как поэтично. Люблю творческие натуры. Я морская ведьма, заботиться о таких, как ты, моя работа. Я должна вынуть у тебя из груди ребра и сварить в соленой воде, разбить твою лодку заговоренным ивовым прутом. Грыбать, а что тут происходит? Похоронить тебя под деревом, чтобы его корни связали твой дух. Я понимаю. В своей смерти я могу быть только обузой другим. Нет, ничего ты не понимаешь, маленький призрак. Меня тоже все покинули люди, которых я любила и которые охотно променяли меня на занятую жизнь и чувство неуязвимости. Мне осталось от силы 5 лет. Кому восставать против законов бытия, как не мне? У меня бы перехватило дух, если бы я сохранила способность дышать. Надеюсь, призраки не плачут, это так неловко. Опять? Ну к чему вся эта драма? У меня и в мыслях не было. На мне... Да что тут происходит? Благословение, простите, не хочу грустить. Она протянула мне руку, но я по-прежнему витаю в бездне размытых линий и блеклых пятен. Ваше лицо для меня силуэт, который я не смогу узнать, и я не могу унять дрожь. Справедливо. Я хотела быть бескорыстной, но делала это для себя, чтобы сострадание не топилось внутри. Не волнуйся, дружок, жить значит иметь выбор. Я уже мертва, и я могу выбрать прекратить существовать. Ее рука такая теплая. На мой взгляд, в тебе достаточно жизни, и я могу проводить тебя до забвения, если желаешь. Ух ты!
А, да, блин, слушай, что бы поделать? Это, конечно, немножко утомительно в некотором роде и немножко непонятно с другой стороны. А с третьей стороны, оно мне еще и очки как бы дает. Это здрасте, приехали. Очки — это хорошо. Ладно, давайте на этом закончим. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.